полетели. А в Бамнаке еще нет, не облетели. А в Зе еще зеленые. Я думал, это она. А кому даны? Они все такие круглые, маленькие. Я еще говорю, супчик мне сделайте. Да ты не будешь сидеть. Не будешь, конечно. С состричком быть. Корова. И они привыкли. Этот мэр. Не канде. Кому на кандале? Оленье молоко по жирности занимает в мире второе место после кита. И в оленьем молоке находятся такие вещества, которые убивают клетки, раковые клетки. Если ты будешь каждый год кушать вот это молоко, ну, в течение года ты будешь защищен от рака. Так что каждую осень приезжать. Профилактику. Профилактику. Ну, вот это мы сейчас будем взбивать не масло, а это будет такая воздушная масса. Вот у нас оленье молоко. Вон оса подбирается. А вот у нас кортик называется, который мы делаем, вот таким образом мы делаем лакомство для детей. Это очень вкусное и полезное блюдо. Оно называется кортик. Это такое пенообразная молочная смесь. А вот у нас голубица, свежая голубица. Вот у нас оса. Вот у нас голубица. Я ее размолола ложкой. В эту голубицу мы наливаем оленьего молока. Именно оленьего молока. И вот это блюдо называется монты. Монты. Вот это тоже было очень вкусное лакомство для детей. Очень полезное, очень вкусное. Делается оно без сахара. Потому что ягода сама сладкая. Сахару сюда никогда не ложили. Вы можете попробовать вот это блюдо. Очень вкусное. Паузу сделай. Жена, держи. Давай. Попробуйте. Первый раз пробую, можно желание загадывать. Ничего не поляет. Просто вкусно очень. Попробуй. Йогурт. А мы вот это блюдо ели испокон веков. Это было самое вкусное лакомство для детей. Очень вкусно. А что еще в тайге? Ничего же нету. Не было. Ни конфет, ни сгущенки. Вот это было самое первое. И вкуснятина. На коровье молоко не похоже. Нет, совершенно не похоже. Нет. Стата. Да. Как коктейль, знаешь, что такое? Да. Очень, очень в порядке. Погляди его. А специально масло не сбивали, просто его в сосуд ложили. Ну, если есть у тебя бутылка, в бутылку молоко налили, закрыли и поехали кочевать. И за целый день кочевки там уже куски масла. А специально масло не сбивалось. Ну, понятно, ясно. Некогда в тайге. Время ясно, да.